Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я хотела бы сделать обзоры на Green Witch Oracle, или же Оракул Зеленой Ведьмы от австралийского издательства Rockpool Publishing, автором которой является Шерлин Дарси. Она же создала Оракул волшебных трав. Кстати, имея возможность, я хочу поблагодарить всех за то, что ставите лайки, пишите свои мнения и впечатления в комментариях. От вас я узнаю очень много интересного. Да, я знаю, канал маленький, но это стимулирует меня не только делать обзоры, но и улучшать контент, работать над собой, над своей речью. Как я уже говорила, русский это не мой родной язык. У меня уже, кстати, появились идеи, как расширить тематику данного канала, над чем я сейчас активно работаю. Ну а мы возвращаемся к нашей колоде, примера которой состоялась 1 февраля 2021 года. Коробка плотная, состоит из двух частей. Как и большинство упаковок данного издательства. Посмотрите, как интересно сделаны надписи глянцевые, а фон как будто старый и в некоторых местах выжженный пергамент. Атмосферненько выглядит. Здесь мы видим надпись «Исследуй настоящие секреты ботанической магии». В описании говорится, что эти карты позволяют использовать как магические, так и целебные свойства растений, а в путеводитель включены советы по садоводству, а также заклинания. Данную колоду также можно использовать как и целительный инструмент. Цена данной колоды почти $22. Крышка здесь прилегает плотно, но и не требует никаких усилий, чтобы ее открыть. Здесь у нас также имеется рекламка приложения от издательства. Дальше мы видим маленькую белую книжечку, хотя бы я бы даже сказала не белую, а цветную. Сделана под стиль колоды. Я не перестаю восхищаться работой дизайнеров издательства, особенно если речь идет об инструкции. Настолько круто все сделано. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Книжечка цветная. Каждая страница сделана в стиле старого прожженного пергамента. Здесь у нас 108 страниц. В содержании можно увидеть, что карты поделены на 4 части по стихиям. И в каждой части по 11 карт. Соответственно, земля, овощи, огонь, растения, вода, фрукты и воздух, цветы. Дальше у нас вступление, информация, как использовать карты и МБК. Здесь говорится о том, что карты можно использовать как помощника в изучении магии растений, как гид-компаньон в садоводстве и в качестве предсказательного инструмента. Также те, кто работают с альтернативными или дополнительными методами лечения, особенно если речь идет о создании эссенции, найдут также много интересной и полезной информации. Также здесь говорится о том, что если вы хотите использовать данную колоду как оракул, вытаскивайте карту и ищите информацию в инструкции, которая поможет вам в течение дня. Дальше. Расклады. Садовой сарай, садовая магия и садовой год. Ну и непосредственно, посмотрите, как красиво.
Непосредственно значение карт, которое состоит из ключевого слова, общего названия, ботанического названия, цитаты, оракульного значения, заметка по выращиванию и магические соответствия и заклинания. Итак, давайте рассмотрим одну карту для примера. Вот возьмем морковку. Морковь – это у нас ясность. Когда люди не будут пропалывать собственные умы, они могут быть захвачены крапивой. Хорак валполь. Оракульное значение. Новые идеи, прорывы и увеличение финансов и ресурсов. Есть большие шансы на победу над трудным испытанием и возможность резкого роста в том, чем вы сейчас занимаетесь. Отношения будут сосредоточены на физическом плане, будет присутствовать страсть. Остерегайтесь чрезмерного обдумывания, саботажа и препятствий, которые ставят другие. Выращивание. Пересаживать рассаду не рекомендуется. Морковь любит прохладную среду, но не переносит заморозков и не будет хорошо расти в тропических регионах. Сажайте в конце лета в более прохладных регионах и в начале лета с более умеренным климатом. Магические соответствия. Использование. Плодородие, страсть, дальновидность, независимость, заземление. Божества. Ваджара, Меркурий. Астрономическое соответствие. Марс. Знак зодиака. Дева. И заклинание ясности. Это масло поможет очистить ваш разум, чтобы понять суть дела. Это также откроет ваше видение во время гадания и работы со сновидениями, а также при возникновении творческих блоков. Смешайте в равных количествах масло семян моркови и воду полнолуния. И намажьте этой эссенцией свой третий глаз, прежде чем медитировать или работать над проблемой. И таким образом у нас прописаны травы, цветы, фрукты. В конце у нас словарь, библиография, информация об авторе и слова благодарности. Очень интересная инструкция. Я думаю, каждый найдет что-то здесь для себя интересное. Ну что ж, а мы перейдем к нашим картам. Размер карт 12,8 на 9. Вырубка здесь идеальная, без шероховатостей, нет и никаких претензий. Как мы видим, карты здесь немного изогнутые, но я думаю, это все исправимо. Карты тонкие, но гибкие, глянцевые. Глянец ненавязчивый, карты не скользят в руке, очень приятные на ощупь. Да, они тонкие, но плотные. Таким образом у нас выглядит рубашка с символами стихий. Непосредственно на самой карте мы видим нумерацию, ключевое слово, общее и ботаническое название. Изображения на картах взяты из личного дневника автора. Очень классно все нарисовано, прорисовано. Также у нас есть астрологическое соответствие, символ стихии и рисунок к ключевому слову. Мне очень нравится оформление, посмотрите. Создает ощущение вот таких, знаете, древних карт, как будто вручную нарисованы.
И еще больше эффекта здесь придают вот эти кляксы, чернил. Немного в другом стиле в данного автора исполнена ее колода «Оракул магических трав». Я уже на него положила глаз и собираю денежку, чтобы прикупить ее и сделать, конечно же, обзор. Хотя у меня этих хотелок полно, проблема в том, хватит ли мне места в доме для них всех. Ну да ладно, вернемся к нашим картам и начнем рассматривать карты. Итак, поехали. Часть земля. Это у нас овощи. Ясность. Морковь. Связь или коммуникация. Горох. Желание. Салат, лук. Латук, прошу прощения. Эмоции. Огурец. Заземление. Картофель. Лидерство. Брокколи. Страсть. Свекла. Урожайность. Тыква. Тыква Кента. Защита. Лук. Ритуал. Сладкая кукуруза. Переход. Цветная капуста. Дальше. Травы. Это у нас стихия огня. Привязанность. Щавель. Смелость. Тимьян. Гадание. Чеснок. Счастье. Майоран. Память. Розмарин. Регенерация или восстановление. Эстрагон. Стимуляция. Перец чили. Сила. Фенхель. Успех. Перечная мята. Доверие. Базилик. Мудрость. Лавровый лист. Следующая секция. Вода. Это у нас фрукты. Изобилие. Виноград. Согласие. Клубника. Очищение. Лимон. Продолжение. Яблоко. Двойственность. Банан. Энергия. Апельсин. Фертильность. Арбуз.
любовь, помидор, удача, лайм, энергичность, инжир, целостность, шелковица черная, четвертая часть, воздух, цветы, притяжение, анютины глазки, фокус, левкой или матиола седая, благодарность, роза, исцеление, герань, надежда, нарцисс, долголетие, хризантема, позитивность, бархатцы, очищение, львиный зев, утонченность или усовершенствование, георгин, спокойствие, безмятежность, фиалка и победа над Турцией. Итак, колода классная, с необычным оформлением. Приятная энергетика, подойдет для любителей трав, растений. У меня она, знаете, ассоциируется с родительским домом, детством. Вызывает, знаете, такое приятное чувство ностальгии. Лето. Инструкция информативная. Каждый здесь найдет что-то интересное для себя. Напишите, как вам данная колода, резонирует ли она с вами. Я благодарю, что досмотрели до конца. Спасибо всем и каждому. Желаю хорошего дня и до новых встреч. Пока-пока.